Новое обострение на Ближнем Востоке. Иран запустил баллистические ракеты по северу Израиля и отметил это массовыми уличными гуляниями. Сегодня вечером Тегеран должен сгореть. Министр нацбезопасности Израиля написал лишь одну строку в соцсети. Что ответили другие чиновники? Трамп срочно позвонил Нетаньяху и попросил его не наносить ответный удар по Ирану. Правительство Кубы начало раздавать оружие гражданским лицам и призвало население готовиться к возможному иностранному вторжению. Зеленский официально подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович тайно приезжал в Киев с кулуарной миссией Кремля. Многотысячные акции протеста в Албании. Люди требуют остановить строительство элитного курорта, связанного с компанией зятя Трампа. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Иран запустил баллистические ракеты по северу Израиля. Это первое нападение Ирана на Израиль с момента вступления в силу прекращения огня 8 апреля. Первый удар произошел около 22 часов. Израильские средства массовой информации со ссылкой на военные источники оптимистично сообщили, что абсолютно все запущенные Ираном ракеты первой волны были успешно ликвидированы в воздухе. Спустя всего несколько минут после победных реляций радары зафиксировали новые массированные пуски с иранской территории. Напряжение в небе продолжало нарастать. Сирены воздушной опасности непрерывно выли во многих северных округах страны. Зона ракетной угрозы стремительно расширилась вглубь государственной территории, охватив районы крупных городов Хадера и Кисария. С начала атаки Иран запустил приблизительно 12 ракет по Израилю. Из-за непосредственной угрозы падения осколков и необходимости обеспечить безопасность пассажиров главная воздушная гавань страны, международный аэропорт имени Бен-Гуриона полностью приостановила прием и отправку всех гражданских авиарейсов. Экстренные бригады были приведены в состояние повышенной оперативной готовности. На улицах иранских городов начались массовые народные гуляния и празднования в честь нанесения новых ударов по Израилю. Тысячи людей вышли на улицы с флагами Ирана и Ливана, а также с портретами духовного лидера Маджтабы Хаминеи. На кадрах видно, как на одной из площадей Тегерана ракеты пролетают просто над головами ликующей толпы в сторону Израиля. Я очень-очень рада и надеюсь, удары будут еще более сокрушительными, потому что мы действительно должны поддержать народ Ливана и шиитов Ливана, чтобы Израиль не получил больше власти и не угрожал региону. И потому что народ Ливана всегда поддерживал нас, и мы должны защищать его и поддерживать его. Я не боюсь, абсолютно нет, потому что я уверена, что народ стойкий, и бойцы КСИР и армии ответят им очень уверенно и мощно. Очень сокрушительный ответ будет как на территории, находящейся в регионе, принадлежащей Соединенным Штатам, так и на сам Израиль, чтобы они никогда больше не совершали подобных ошибок. Не следует бояться разрушения инфраструктуры. Эта инфраструктура будет восстановлена однажды, она будет отремонтирована однажды, как и прежде. Нет причин для беспокойства, все это будет исправлено. Это национальная честь, это национальная гордость, которую, если она будет утрачена, нельзя восстановить словом «переговоры». Мы испытывали чувство гордости от того, что у наших чиновников все еще есть возможности и способность принимать решения, чтобы они могли дать достойный ответ Израилю и Америке и не отступать. Между тем, официальный Тегеран оперативно опубликовал манифест, объясняющий причины ночной атаки. Центральное командование Хатам аль-Анбия Ирана выступило с жестким заявлением, в котором обвинило Иерусалим в тотальном нарушении ранее достигнутых соглашений. Агрессивный сионистский режим, неоднократно нарушая перемирие, усиливает свою жестокость в отношении угнетенного народа Ливана при попустительстве преступной Америки и молчании международных форумов с каждым днем, и совершает военные преступления, используя запрещенное оружие, включая фосфорные бомбы. Несмотря на предыдущие предупреждения Исламской Республики Иран, детоубийственный сионистский режим нанес удар по пригородам Бейрута, пересек все красные линии и усилил атаки на юге Ливана. Мы ранее предупреждали, что если преступления в пригородах Бейрута распространятся, мы атакуем цели на оккупированных территориях. Сионистская армия должна прекратить свои атаки на юге Ливана и в пригородах. И если она расширит свои атаки на этот регион или отреагирует на действия Ирана, она столкнется с еще более сокрушительными и прискорбными ударами и атаками.
Разрушение начнется в отношении режима и его сторонников. Посольство Соединенных Штатов в Иерусалиме рекомендовало своим сотрудникам и членам их семей быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления повышенной готовности, а также приостановило работу консульских служб. Ситуация остается крайне напряженной, а регион ожидает решения израильского руководства относительно масштабов возможного военного ответа. На фоне эскалации министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир написал в социальной сети X всего одну фразу: «Сегодня вечером Тегеран должен сгореть». Эти слова стали одним из самых резких сигналов о возможном ответе Израиля на действия Ирана. Между тем, начальник генерального штаба Израиля, генерал-лейтенант Эйяль Замир, сообщил, что военные готовы нанести мощный удар по противнику сразу после получения политического разрешения. По его словам, армия уже подготовила необходимые планы и ожидает окончательного решения руководства страны. Недавно иранский террористический режим выпустил ракеты по территории государства Израиль. Мы к этому подготовились. Армия обороны Израиля находится в состоянии полной готовности как к обороне, так и к наступлению. Иранский террористический режим совершил серьезную ошибку, снова выбрав террор. Режим пытается создать новую ситуацию, когда в ответ на атаки Цахал в Дахии он обстреливает нашу территорию. Мы этого не допустим. Мы атаковали в Дахии после непрекращающегося огня Хезболл по северным израильским районам. Армия обороны Израиля продолжит действовать по всему Ливану и усилит удар по террористической организации Хезболла. Мы не допустим продолжения обстрелов граждан государства Израиль. Мы готовы к возможности дальнейшего обстрела. Наши системы обороны превосходны, но защита не герметична. Продолжайте вести себя ответственно и спокойно, как и до сих пор. Мы опытны. После ракетного удара Ирана по северу Израиля Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он намеревался убедить израильского лидера отказаться от ответной атаки. Вашингтон опасается, что новый обмен ударами может сорвать переговоры между Штатами и Ираном, которые, по словам Трампа, находятся на финальной стадии. Американская администрация делает ставку на дипломатическое урегулирование и стремится сохранить шанс на заключение соглашения с Тегераном. Комментируя последние события, в телефонном интервью корреспонденту Axios Бараку Равиду, президент Трамп дал понять, что считает нынешний обмен ударами достаточным и выступает против нового витка противостояния. Иранские удары никому не навредили. Надеюсь, Израиль не будет отвечать. Если Биби нанесет ответный удар, это будет продолжаться еще 47 лет или еще 3000 лет. Соединенные Штаты находятся очень близко к окончательной сделке с Ираном. Это будет хорошая сделка. Я не хочу, чтобы она сорвалась из-за того, что происходит сейчас. Позднее в телефонном интервью Financial Times Трамп дал четкий ответ на вопрос, сможет ли Нетаньяху заблокировать соглашение Штатов с Ираном. У него не будет выбора. Я принимаю решение. Я принимаю все решения. Он — нет, заявил глава Белого дома. Отдельно Трамп сказал Fox News, что призывает премьера Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану, несмотря на заявления израильских военных о готовности к ответу. Армия обороны Израиля объявила, что нанесла удары по командному центру Хезболл в Дахии, южному району столицы Ливана Бейрута. В сообщении отмечается, что из этого командного пункта группировка координировала атаки на Израиль. Удар по Бейруту Цахал назвал ответом на обстрел севера Израиля, который произошел 7 июня. Израиль сообщал о перехвате 2 ракет, запущенных с территории Ливана. BBC News со ссылкой на ливанские государственные СМИ пишет, что в результате ударов погибли 2 человека, и еще 17 человек пострадали. В Ливане наши силы за последнюю неделю уничтожили 350 боевиков. Они захватили хребет Бафорт и обнаружили там обширную подземную инфраструктуру. Мы завершаем ликвидацию террористических поселений вдоль нашей границы. Мы наносим им очень сильные удары, и мы знаем, что террористы находятся в бегах. Мы не допустим огня по нашей территории или нашим общинам, и мы будем действовать соответственно. По данным израильских СМИ, в Вашингтоне были заранее уведомлены об атаке по Бейруту. Обстрел произошел спустя несколько дней после достигнутых при посредничестве Штатов договоренностей о прекращении огня. По данным журналистов, одним из ключевых пунктов был отказ Израиля от ударов по Дахии в обмен на прекращение атак со стороны Хезболла. Кроме того, израильские военные продолжают военную операцию на юге Ливана. Одним из основных направлений остается район Набатии, который в Цахал считают важным логистическим и оперативным центром группировки. Морская блокада Ирана со стороны Соединенных Штатов и одобрение Израилем в воскресенье эскалации атак в Ливане делают американские базы и израильские объекты на Ближнем Востоке законными целями, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф.
Его комментарии в соцсети X появились после израильских атак на южные пригороды ливанской столицы. Они не привержены прекращению огня и не верят в диалог. А морской блокадой и нарушением соглашений по Ливану показали, что понимают только язык силы. Сегодняшний зеленый свет, данный Америкой сионистскому режиму, превращают американские и правительственные базы и активы в регионе в законные цели. Рука наших вооруженных сил открыта, как всегда. Соединенные Штаты начали активную дипломатическую кампанию в Совете управляющих МАГАТЭ, добиваясь поддержки новой резолюции против Ирана. Документ обязывает Тегеран предоставить международным инспекторам полную информацию о состоянии ядерных объектов, подвергшихся бомбардировкам в июне прошлого года, а также раскрыть местонахождение запасов обогащенного урана, которые там хранились. Проект резолюции был распространен накануне очередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ, в который входят 35 государств. В тексте подчеркивается, что Иран должен без промедления предоставить агентству точные данные об учете ядерных материалов и обеспечить необходимый доступ для проверки этой информации. Инициатива Вашингтона может осложнить продолжающиеся переговоры между Штатами и Ираном по ядерной программе. В Тегеране традиционно резко реагируют на любые резолюции МАГАТЭ, считая их инструментом политического давления. Дополнительное напряжение вызывает и тот факт, что именно Вашингтон и Израиль в июне 2025 года нанесли удары по иранским ядерным объектам, после чего инспекторы агентства так и не смогли вернуться на ряд поврежденных площадок. Теперь внимание международного сообщества сосредоточено на том, удастся ли Штатам заручиться достаточной поддержкой стран-членов агентства и как на новые требования отреагирует официальный Тегеран. Правительство Кубы начало раздавать оружие гражданским лицам и призвало население готовиться к возможному иностранному вторжению. Такие действия происходят на фоне сообщений о развертывании военной мощи Соединенных Штатов вблизи острова. Об этом сообщает венесуэльская газета «Версион Финал». Такие заявления появились после периода неопределенности в Вашингтоне. Во время выступления на Капитолийском холме госсекретарь Марко Рубио не озвучил четких деталей относительно дальнейших шагов или возможных военных действий в регионе, что дополнительно усилило спекуляции вокруг ситуации. По сообщениям корреспондента CNN, признаки подготовки к потенциальному военному сценарию уже заметны в повседневной жизни в Гаване. В частности, администрации государственных зданий якобы обсуждают с арендаторами возможную организацию работы в случае военных действий. Журналист привел пример, когда администратор одного из государственных зданий спрашивал сотрудников офисов, понадобится ли им помещение в случае возможного вторжения. По его словам, рекомендации по подготовке к чрезвычайным ситуациям выполняются на уровне учреждений и районов, что вызывает беспокойство среди части населения. Президент Южной Африки Сирил Рамафоса пообещал принять меры против групп, разжигающих ксенофобию и насилие на фоне масштабных антииммигрантских протестов, охвативших ряд регионов страны. По данным властей, протесты начались из-за недовольства нелегальной миграцией, высокой безработицей и ростом нагрузки на систему здравоохранения и образования, однако в последние недели они все чаще перерастают в нападения на иностранцев. Наиболее серьезные инциденты произошли в провинции Западный Кейп, где толпы атаковали мигрантов, громили их жилье и вынуждали людей покидать свои дома. В результате беспорядков погибли как минимум 5 граждан Мозамбика, а сотни выходцев из Мозамбика, Ганы, Нигерии и Малави были эвакуированы или запросили возвращение на родину. Выступая с обращением к нации, Рамафоса подчеркнул, что контроль за соблюдением миграционного законодательства является исключительной обязанностью государства и предупредил граждан о недопустимости самосудов и проверок документов на улицах. Президент признал существующие проблемы с нелегальной миграцией, но заявил, что иностранцев несправедливо делают виновными в последствиях бедности и экономического кризиса. Ответственность за соблюдение иммиграционных законов лежит на государстве и только на государстве. В нашей стране были недостатки в управлении миграцией, были недостатки в строгом и целенаправленном обеспечении соблюдения законов. Мы это признаем, и были случаи коррупции. В наших системах были пробелы, которые подорвали доверие общественности. Южноафриканцы вправе ожидать лучшего. Я должен ясно дать понять, что только уполномоченные должностные лица правительства могут принимать меры против нарушений закона, включая нарушение наших иммиграционных законов. Никому другому не разрешается, например, противостоять кому-либо на улице, на дорогах нашей страны, требуя подтверждения гражданства. Мы не позволим и не должны позволять группам использовать законные интересы южноафриканцев для дестабилизации нашей страны путем подстрекательства к беззаконию и насилию. Мы будем действовать против сил, которые используют опасения нашего народа по поводу нелегальной иммиграции для продвижения своих политических, личных и преступных целей. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что действительно встречался в Киеве с российским олигархом Романом Абрамовичем. Об этом глава государства сказал в интервью Sky News.
Напомним, Путин на Петербургском экономическом форуме рассказал, что в конце мая ему позвонил по телефону один из представителей российских бизнес-кругов и сообщил, что его пригласили в Киев. Абрамович приехал в Киев и сказал: «У меня есть для вас прямое послание, и я хочу передать ваше послание Путину». Но он добавил, что все должно происходить тихо, без каких-либо публичных заявлений. Я ответил: «Это ваш выбор. Для нас не имеет значения, публично это будет или нет. Но с русскими всегда так. Если они говорят, что что-то должно остаться между нами, это значит, что завтра об этом узнают все». Он приехал и хотел передать мне сообщение о том, что они готовы понять, на что готовы мы. Я сказал: «Вопрос не в нас. Это вы ведете войну против нас на нашей территории». Я также сказал ему о Донбассе. Это было главным посланием. Я заявил: «Нет, мы не уйдем и не покинем нашу территорию. Мы не дадим вам одержать такую победу, и вы ее не получите». Мы говорили о возможных компромиссах. Я сказал, что любые компромиссы возможны только после прекращения огня. Само прекращение огня — это уже самый большой компромисс с нашей стороны. В Армении завершились выборы в парламент страны. Национальное собрание. Явка по сравнению с голосованием 2021 года выросла почти на 10% и приблизилась к 59%. СМИ опубликовали противоречивые экзит-полы. Приближенные к действующему премьеру издания писали о том, что партия Пашиняна «Общественный договор» набирает 56,7% голосов. А ближайший соперник «Сильная Армения» лишь 17,5% голосов. В то же время другие СМИ писали о разгроме партии премьера. По их данным, она набирает лишь 32,7% голосов. Отметим, что в парламентских выборах в Армении приняли участие 16 партий и 2 блока. Предыдущие соцопросы указывали на безоговорочное лидерство партии Пашиняна. Его ближайшими соперниками называли пророссийские партии «Сильная Армения» бизнесмена Карапетяна, Армянский альянс под руководством бывшего президента Роберта Кочаряна и партия процветания Армении бизнесмена Гаги Кацарукяна. Сам Пашинян называл эти политсилы партиями войны. Он заявлял, что их приход к власти может привести к возобновлению конфликта с Азербайджаном. В столице Албании, Тиране, прошла одна из самых массовых акций протеста последних месяцев против строительства элитного курорта, связанного с семьей президента Дональда Трампа. Тысячи людей собрались у здания правительства, требуя остановить проект стоимостью 1,4 миллиарда евро, который реализует инвестиционная компания Джареда Кушнера, зятя американского лидера. Участники митинга размахивали национальными флагами, скандировали «Новая Албания» и «Рама в тюрьме», обвиняя власти в непрозрачности принятия решений. Недовольство протестующих вызвано тем, что курорт планируют построить на острове у побережья Албании, рядом с охраняемой природной зоной Вьоса-Нарта. Экологи предупреждают, что реализация проекта может нанести серьезный ущерб уникальной экосистеме региона. По данным природоохранной организации BirdLife Albania, это единственное место в стране, где гнездятся фламинго, а ежегодно через территорию мигрируют до 7 тысяч птиц. Активисты опасаются, что масштабная застройка может привести к исчезновению популяции этих птиц и других редких видов. Сам Джаред Кушнер представил этот проект еще в 2024 году как часть крупной инвестиционной программы на Балканах. Примечательно, что ранее ему уже пришлось отказаться от аналогичного проекта в Сербии после масштабных уличных протестов. Теперь судьба албанского курорта также может оказаться под вопросом из-за растущего общественного сопротивления. Конечно, я категорически против этого курорта, поддерживаемого компанией, связанной с Джаредом Кушнером. Зачем приезжать и покупать мой остров? Эта земля принадлежит нам уже 2500 лет. Так как же кто-то может вдруг заявить, что нашел остров, и притвориться, что это его дом? Он сказал, я даже слышала на видео, что он говорит: «О, я мог бы здесь жить, но я не хочу здесь жить. Знаете что? Вы все равно никогда туда не приедете. Так что я категорически против». Проект хороший, но сначала нужно обсудить его с гражданами Албании, со всем населением, когда речь идет о таком масштабном проекте. Когда люди поймут, потому что там есть заборы. Так что, конечно, как и большинство проектов в Албании, это, вероятно, станет для нас проблемой. Я считаю, что нам многое нужно знать. Нам нужно больше информации о том, что это будет. Будет ли это доступно людям, албанцам? Будет ли это просто высококлассный, роскошный проект?
Лично я хочу, чтобы Албания была процветающей страной с большим количеством развивающихся проектов, но когда дело доходит до проектов, у нас нет информации. Нет прозрачности. Все, что мы считаем своим, может быть уже не наше. Поэтому я считаю, что подход должен быть более прозрачным для людей, и Албания должна быть на первом месте. Я думаю, что инвестиции — это хорошо для Албании, но они должны быть продуманы с учетом природы и людей, которые там живут. В принципе, это очень хорошо, но инвестиции должны осуществляться законным и легитимным образом. В Мадриде состоялась масштабная встреча Тейр Редес, сплетая сети, в которой приняли участие Папа Римский Лев XIV и популярный актер Антонио Бандерас. Мероприятие прошло на арене Movistar-Arena и собрало представителей культуры, искусства, спорта и экономики. Во время встречи Бандерас выступил с речью, в которой заявил, что искусство должно стать альтернативой насилию и помогать людям сохранять духовную глубину в стремительно меняющемся мире. По его словам, творчество возвращает человеку душу, которую сегодня пытается украсть искусственный интеллект. Обращаясь к понтифику, актер подчеркнул, что церковь была одним из величайших создателей искусства в истории человечества. В свою очередь, Лев XIV призвал развивать культуру встречи, основанную на диалоге, уважении человеческого достоинства и стремлении к справедливости. Папа также отметил важную роль спорта в противодействии насилию и ненависти. Кроме того, он напомнил о многовековой связи Европы с христианской верой, подчеркнув вклад церкви в создание школ, больниц и культурного наследия. Эта встреча стала одним из ключевых событий воскресного дня. Ей предшествовала грандиозная утренняя месса на площади Плаза де Сибелес, которая, по оценкам организаторов, собрала более 1 миллиона паломников. Мы не боимся ошибиться, сказав, что церковь была величайшим создателем искусства в истории человечества. В самом сердце этого творческого импульса лежит тот, кто превосходит века, стили и культуры, и кто, несомненно, является наиболее часто изображаемой фигурой в истории искусства. Это Иисус Христос, великий герой фильма жизни. В различных сферах человеческой деятельности мы должны заботиться о языке, который мы используем. Письменном, устном и в цифровой среде также языке изображений. Потому что общение никогда не бывает нейтральность. Каждое выражение говорит, передает. Оно может ранить или исцелить, разрушить ожидания или открыть горизонты, посеять раздор или пробудить надежду на возможность совместного построения чего-то подлинно человеческого. Вы вносите свой вклад, давая яркое свидетельство сплоченности, мира, единства, одним словом, умения быть вместе.